Всем привет, кто решил посмотреть мой видеоролик. Те, кто следят за моим каналом, знают, что я у себя в гараже своими силами ремонтирую собственную машину. И вот пришло время показать вам, как я буду выпрессовывать палец из шатуна. Палец здесь запрессовывается в шатун на горячую, и его нужно как-то извлечь. И вот я хочу показать один вам способ по извлечению пальца. Возможно, этот лайфхак вам пригодится. В моем случае мне понадобится головка на 15, головка на 23. Здесь болгарка, ее нужно будет доработать. Шайба. Несколько гаек, одна из них целая, для того, чтобы можно было ее накрутить на болт. И пару гаек по размеру пальца, но, как видите, здесь есть прорезь. Эта прорезь нужна не просто так. Ну и сам болт от головки. Если вы не хотите портить головку, хотя она в принципе все равно будет выполнять свою возложенную на нее функцию, вы можете использовать вместо головки бочонок от сантехники. Единственное, что нужно учитывать, чтобы внутренний диаметр бочонка был чуть-чуть больше наружного диаметра пальца. Для того, чтобы палец потом, когда будет выдавливаться, мог войти внутрь самого бочонка. Далее нам понадобится масло. Можно отработанное масло, отработку какую-нибудь, неважно. В моем случае ключ на 15, ключ на 17 и два ключа рожковых на 22-24. Для охлаждения пальца буду использовать специальный газ. Смотрите, аккуратно, огнеопасно. Видите, здесь есть отлив на бабышке. Вот по этому отливу я и буду центровать головку из набора, для того, чтобы потом можно было успешно извлечь палец. А нагрев я буду осуществлять с помощью фена. У меня есть на него обзор на YouTube канале. Этот фен, в этом фене есть функция с регулировкой температуры. А контролировать температуру я буду с помощью пирометра. Тоже, кстати, есть у меня на него обзор на моем YouTube канале. Очень классный пирометр, посмотрите, будет интересно. Покажу, как сборка будет выглядеть со стороны всей этой конструкции по прессовке пальца. Смотрите, берем болт от головки. Накидываем разрезные гайки. Вставляем в палец. Сверху головку, с другой стороны шайбу и гайку. Прежде чем приступить к извлечению пальца, нужно создать напряжение в верхней головке шатуна. Обратите внимание, в каком месте я нагреваю шатун. Это нужно для того, чтобы нагрев как можно меньше передавался на палец. Дальше вы поймете, почему я решил сделать именно так. Если у вас нету пирометра или же фена с регулировкой температуры, нагрев шатуна можно контролировать с помощью масла моторного.
Одновременный нагрев с охлаждением позволит выпрессовать палец без щелчка. Причем вот эту трубку, которую вы наблюдаете сейчас на видео, ее нужно вставить между болтом и внутренним диаметром самого пальца. Вот для этого как раз таки вот эти вот прорези и были сделаны. Головку шатуна я не грею, так как в таком случае не получится одновременно охлаждать палец, так как нагрев от фена нагревает деталь целиком. А нам нужно добиться того, чтобы и головка шатуна как-то нагрелась, и при этом была возможность охладить палец. Вот по этой причине я произвожу нагрев в том месте, которым вы можете наблюдать на видео. Наглядно это будет выглядеть вот так. Все, можно дальше продолжать рисовку. Палец извлечен.
внутренний вид отверстия после выпрессовки пальца. Заметьте, даже хон остался. Для того, чтобы ускорить процесс выпрессовки пальца из шатуна и сделать его более комфортным, понадобится более длинный болт, более глубокая головка, в которую будет входить палец. Та головка, которая выдавливает палец, она должна быть длиннее, тогда нам не понадобятся какие-то дополнительные элементы в виде гаек. И можно будет тогда отказаться от использования рожковых ключей, которые я подкладывал под головку, когда глубины ее не хватало. По поводу проверки шатунов. Самый простой способ приложить два шатуна друг к другу и посмотреть на свет, верхнюю головку и нижнюю. Нету ли между ними никаких щелей. Если есть там щель, то по-любому какой-то из шатунов будет гнутый. Если вам нужно отдефектовать только один шатун, тут можно выкрутиться такими способами. Берется стекло или зеркало, наклеивается мелкая наждачка, там может быть какая-нибудь 800-я, к примеру. Вся эта наждачка раскатывается по стеклу, чтобы там не было никаких волн. Берется шатун, который вы хотите дефектовать, и начинаете его тереть по стеклу этому, там где наклеена наждачка. Если, когда вы взяли шатун в руки, окажутся места, где наждачка не коснулась шатуна, то это место будет иметь изгиб. То есть шатун будет выгнут в форме банана. Но нельзя забывать, что стекло тоже может иметь какую-то погрешность в виде неровности, поэтому тут смотрите, не ошибитесь. Проще всего будет отдефектовать те шатуны, у которых плавающий палец. Берете палец, вставляете в верхнюю головку, поднимаете эти два шатуна и смотрите на просвет, верхнюю головку и нижнюю. Если там есть какая-то щель, это будет говорить о том, что имеется какой-то уже изгиб. Но таким способом можно проверить и втулки, те, которые впрессовываются в верхнюю головку. Если втулка износилась как-то неравномерно, как-то там наискосок условно, когда вы ставите плавающий палец, у вас точно так же между шатунами образуется щель. Поэтому тут смотрите внимательно. Не обязательно, что при плавающем пальце может быть погнут шатун. Возможно, тут просто уже втулка износилась и имеет неравномерный износ. Еще один способ проверки – это с помощью правила, а именно его тыльной части. Приложив шатун к тыльной части правила и проверив это все дело на свет, можно довольно-таки хорошо дефектовать верхнюю и нижнюю головку шатуна. Если бы шатун имел изгиб в виде банана, то верхняя и нижняя головка шатуна имела бы щель. У меня же все хорошо. Все шатуны у меня